Всем героям большой-большой привет! С вами на связи Импреза, и сегодня смотрите, кто ко мне попал в руки. Пятизвездочный Санта. Эво пушки есть, все есть. Огромное спасибо игроку Блинчик за предоставленную возможность снятия обзора на Эво Санты. Итак, прежде чем приступлю к обзору, давайте еще сразу же приглашу вас в гильдию к ребятам. Блинчик у нас состоит в гильдии Легенды, если перевести. У ребят здесь одно местечко свободно, поэтому заскакивайте, заходите. Я думаю, вы их найдете. Там требование стоит, по-моему, да, 210 у них стоит, поэтому, в принципе, зайти можно без проблем. Я думаю, вы там свяжетесь, обсудите какие-то игровые моменты и сдружитесь. Итак, давайте приступим к обзору. Поговорим сегодня немножечко о фарме. Вот так вот попилим с вами обзор на две части. Одна часть будет посвящена Эво Деда Мороза, и вторая часть у нас будет с отклонением на фарм. Итак, по скиллам, что у нас здесь? У нас здесь все прекрасно, почти полностью, но не критично. Не критично то, что все не на максимуме. Потому что вот этот бонус у нас с вами работает только в декабре. То есть, когда в игре, да и в жизни тоже у нас с вами наступает месяц декабрь, мы с вами пользуемся вот этим вот скиллом. То есть, у нас с вами будут работать вот эти вот перечисленные плюшки, и, соответственно, мы с вами сможем увидеть, как большинство игроков, которые находятся в процессе фарма, они у нас активно на аватарках, мы с вами большую часть увидим, что вот сидит именно Дед Мороз, потому что усиленный бонус, усиленный баф, и мы с вами чуть-чуть быстрее будем прокачиваться. Здесь все в целом достаточно просто и понятно. Дальше, подарочная мина. Санта у нас сбрасывает подарочную бомбу каждые 3 секунды, она взрывается на 1600% урона от оружия, когда враги приближаются. Ну и, соответственно, здесь у нас разница всего будет в 200%, тоже не особо это будет критично, но если будет возможность, я думаю, что он качнет. Но, если мы с вами здесь зайдем и посмотрим, то тут у нас что? Здесь у нас все прекрасно и красиво, то есть тут у нас от ключей уже смысла-то особо и нет. И если мы с вами зайдем в таланты, то мы увидим вот эти вот волшебные 4 буквы, тут написано Макс. То есть золото игроку по факту-то и не нужно. Поэтому я думаю, что игрок не прокачивает, не заморачивается, все дела он уже давно сделал, за что мы ставим ему лайк, подписку и уважуху. Итак, давайте перейдем непосредственно в кузницу. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь все у нас достаточно легко и просто. Мы с вами ставим левую сторону на усиление урона. Правую сторону смысла абсолютно ставить никакого нет. Тут как бы в ППХ как будто бы все сделано. Мы поставили здесь прибавили урон и здесь прибавили урон. Золотое глобальное усиление, которое не усиливает вас, но в долгосроке это усиление сыграет очень важную роль. Особенно в самом начале. Что это значит? То есть, если вы находитесь там на среднем или на начальном этапе игры, и вам повезло открыть Санту, то обязательно старайтесь это глобальное усиление прокачать как можно скорее. Потому что чем быстрее вы будете прокачиваться за счет того, что вы зарабатываете золотые ключи, тем быстрее вы откроете дополнительное снаряжение, повысите его уровень, и тем самым вы повысите свой же урон. То есть вы быстрее соберете шмот, вы быстрее будете наваливать там, где вы хотите наваливать, давать больше урона и так далее. И одну из основных задач этой игры, как сборка 840-го шмота, он же героический, он же бирюзовый, кто как его там называет, вы эту задачу закроете. Здесь уже это, конечно же, не актуально, потому что шмот уже собран, но все равно в какой-то момент это эффективно работало на аккаунт Блинчика, да? На аккаунт нашего с вами горячо любимого игрока. Итак, теперь давайте перейдем с вами к Эво. Здесь у нас подарочная пушка 3000 выстреливает набитым подарками снежным комом. Ну, давайте смотреть. Давайте будем все это смотреть, все это будем дело проверять. Здесь у нас стоит левая сторона.
Взрыв подарков наносит на 20% больше урона, а его радиус увеличивается на 20%. Либо увеличиваем количество отскоков снежного кома на 3, скорость кома увеличивается на 20%, а урон на 10%. Здесь какой-либо визуализации мы с вами не увидим. Здесь какие-то отскоки, что-то присутствует, поэтому давайте включим пока вот эту сторону. Я думаю, что блинчик у нас не расстроится. Итак, если что, блинчик переключи, потом не забудьте обратно, если я это не сделаю. Так, куда мы с вами пойдем? Мы с вами пойдем сейчас немножко давайте по уровням пробежимся. Очень много вопросов возникает на тему, где фармить, особенно у игроков, которые находятся на начальном этапе игры. Итак, если вы находитесь на начальном этапе игры, вы хотите как можно скорее собрать героический шмот, то есть вам нужны ключи, ключи, ключи. Мы с вами идем обязательно, проверяем, чтобы у нас был сложный режим и можем сходить с вами в первую главу. Почему в первую? Почему вот 1-1? Шанс он что здесь, что здесь, что здесь, что здесь, да без разницы. На всем режиме шанс по получению ключа он будет одинаковым, нежели если и он будет выше, он будет присутствовать, в отличие от вот этих вот режимов на обычной главе. Мы с вами сюда заходим, проверяем. Добыча за забег. Монетки, свитки, каски, они же сферы и пыль. Если мы с вами переключаемся на сложный режим, оп, у нас уже все, появляется максимум 1, максимум 1. То есть у нас будет повышенная вероятность выпадения ключа. Если хотим собрать шмот, то, естественно, мы с вами делаем кучу забегов, сливаем всю допустимую энергию в первую главу. Быстро, эффективно и просто, потому что здесь у нас будет всего 3 волны по 1 минутке. Быстренько отстреляться вообще никаких проблем не составит. Итак, если мы с вами хотим фармить, то неплохим вариантом будет вот эта глава, вот этот раздел. Тут какой-то из уровней, вот 25-й, он будет неплохим для начала. Я помню, когда начинал играть для себя, отметил, что этот уровень неплохой, и вот здесь у меня много монеток выходило. Дальше можно еще фармить где? Можно еще фармить вот здесь. Здесь у нас есть определенное местечко. Скалы, вот эти вот камешки у нас стоят в форме такого небольшой полуокружности, да, то есть там будет такая дуга, и можно встать таким образом, чтобы к вам со спины мобы не подходили, то есть они будут у вас эту скалу оббегать, и пока они будут ее оббегать, вы, естественно, будете по мобам наносить урон. Тут все достаточно легко, просто и логично. Тоже можно использовать этот участок, эту главу для того, чтобы пофармить. Дальше. Следующий этап у нас будет какой? Ну, естественно, это будет 85 библиотека. Мы с вами переходим в 85 уровень. Находим вот такую стопочку книг с левой стороны. Обычно она где-то там стоит возле пентаграммы, вот этой вот там звезда какая-то нарисована. За этой стопкой мы с вами прячемся и, соответственно, дамажим влево-вправо, там коридорный уровень, собираем монетки, собираем ключи и так далее. Очень много времени здесь вы проведете. Потом у нас идет скачок, мы с вами переходим очень много уровней, пропускаем и не фармим, можем пофармить вот здесь. Кстати говоря, на корабле там тоже вертикальный уровень. И тоже очень много монет выходит. Перескакиваем, перескакиваем и попадаем на 140-й Toxic Jungle, ядовитые джунгли. Заходим сюда, и здесь мы с вами очень много времени проводим также. Дальше мы с вами можем пойти в 221. Там уже будет у нас с вами повышенное количество сфер за забег. Так, пропустил или нет? Вот он. И здесь, конечно, по монетам не особо, но все-таки из-за сфер. То есть самый такой легкий из доступных по количеству сфер это будет именно 221. Здесь у нас уже сферы будут
45. Ну, естественно, учитывайте бонусы от снаряжения, плюс глобальное усиление, и в зависимости от того, кем вы будете бегать. Вот, и, ну, просто для себя вот это можно отметить, что 221 он неплохой. Ну и дальше уже все по классике, мы с вами вот это все перескакиваем, переходим в страну конфет, и здесь мы фармим либо 271, либо 275. Разница вся будет только в том, что на 275 немножко больше будет у вас монет. Ну и давайте, естественно, мы с вами сейчас сюда и пойдем. Эво мы с вами настроили, и сейчас мы посмотрим, какие у нас здесь характеристики. Так, у нас урон здесь 12800, полезность, добыча, вот этот момент нас интересует, 678%. Это у нас бонус монет, шанс дополнительного золотого ключа у нас 26 идет. У Санты у нас какой уровень там, по-моему, самый большой, да, все, пушка, гонка, все заряжено. Так, что мы еще хотели посмотреть и не посмотрели. Доп. Сферы за забег 93. Сундук это нам не важно. Ну, тут учитывайте тот момент, что в сборке тут уже все. Тут уже нет смысла ставить что-либо на ключи, что-либо на монеты. Поэтому тут у нас вот такие показатели не самые максимальные на этом аккаунте. Если мы сейчас с вами все это поставим на максимальное количество монет, то тут вот это значение и вот это значение по серебряным ключам, оно, естественно, увеличится. Так, все, здесь все доступно, все понятно. Давайте идем 275 смотреть Эво Санты. Русалка вышла. Ничего не могу про нее сказать. Потом разберемся по ходу дела. Так, в первую очередь стараемся что сделать? Выбить книгу области. Так, тут у нас палки. Ну, давайте будем брать то, что меньше будет глаза мозолить. Обновим. Обновим. Возьмем. Ну, давайте ее возьмем. Так. Давайте лук посмотрим. Обновим. Берем ее. Ждем выпадения книги области. Так, ну и ладно, давайте длительность возьмем. Так, что у нас тут по времени? Ускорение есть? Есть. Замечательно. Сколько там? 1,7. Сейчас переключим. Обновляем. Давайте пушку возьмем. Можем баллисту заценить. Выпало. Баллиста. Так, обновляем. Берем лук. Так. Обновляем. Вот это, конечно, не очень хорошо, что нам она не выпадает, но сейчас мы постараемся книжку области выбить. Обновим. Основное оружие. Обновим. Перезарядка пусть будет. Так, ну, можем пока про баллисту поговорить. Так, что здесь? Да без разницы вообще. Давайте возьмем вот это. Какая разница, что брать? Вот она, область выпала. Все, дальше можно уже не переживать. Так. Ну что, давайте удвоение возьмем, если выпадет. Баллисту покачаем. Сейчас мы тут все соберем. Ну да, нам теперь в первую очередь нужно... Удвоение, конечно, жалко не выпало. Сейчас нам в первую очередь нужно будет собрать Эво, чтобы о нем поговорить. Все, следующее у нас уже будет Эво. Итак, запускаем снежный ком, который по мере движения, становясь все больше и быстрее, отскакивает от врагов, затем взрывается, разбрасывая вокруг новогодние подарки. Погнали! Скорость давайте уберем. Вот он, снежный ком. Бог ты мой, как он растет. И его много. Ну, неплохо, неплохо все это выглядит. Вот он там, если присмотреться, он набит какими-то там бантики. Ну, как будто бы там куча всяких разных подарков, да, отскакивает. Мы с вами выбрали отскок, то есть у нас
Он отскакивает, ну и побольше урона наносит. Давайте области прибавим и посмотрим, стал он больше или нет. Ну, конечно, да, заметно становится, что он побольше чуть-чуть стал. Но, может быть, мне кажется, но хотя вот я вижу так, что вот он побольше, как есть, так и есть. Давайте ускорим весь этот бильярд. И нам сейчас с вами нужно будет быстренько пережить вот эти вот волны. Перезарядку сейчас давайте тоже возьмем. Так, ну и давайте параллельно еще и баллисту посмотрим. Баллиста у нас, что вот она делает? Она у нас тут стоит. Стоит. И не одна. Несколько их, да? Раз, два, три штуки я насчитал. Но я думаю, если взять удвоение, то будет уже их побольше. Хотя не знаю, но надо проверять все это в любом случае. О, и у нас еще как раз и Эва сработала, да? Искаженная орочья баллиста, стреляющая ядовитыми снарядами, которые при попадании взрываются, вызывая яд. Ну, яд у нас уже тут выбраны дротики. Плюс еще баллисты будет яд нам давать. Ну, конечно, все это дело интересно посмотреть. Так, тут берем любое, вообще без разницы, куда тыкать. Разницы никакой нет. Заходим, тыкаем, смотрим, выбираем. Все, почти готово. 188, 109. Ну, неплохо. Плюс еще персональный баф от Санты работает. Да, у нас там на 140 уровне усиление есть персональное. Ну и в целом все достаточно очевидно и просто. Эва, и вот давайте вот обсудим такой момент. Стоит ли его делать вообще или нет? Если вы находитесь на том этапе, когда вот вы переходите от 140 там на 221, на 221 он несложный. Если вы переходите на 275 и у вас не получается выстоять на 275 вот прям вот полностью на автобое, то да, нужно это сделать, потому что вам станет намного легче. Видите, как карта чистится? Вообще проблем никаких нет. То есть у нас стоит левая сторона, первые две части на урон, правую сторону верхнюю сторону мы с вами поставили на отскок, и уже какой-то вот эффект есть. Тут прям полный хаос у нас с вами на экране происходит, и все это достаточно интересно выглядит. И в любом случае для вас в плане фарма это будет прекрасным преимуществом. По большому счету вы можете использовать Санту в абсолютно любых режимах, где вы будет выпадать ключ. В какой-то момент, например, в гильдии вы достигнете той точки, когда очки у вас будут набиваться излишние. То есть, если гильдия у вас в активном состоянии, кстати, напоминаю, что в гильдии Легенды, Legends, где состоит блинчик, одно местечко свободно. Вход с 210 главы. Заходите, пишите там, находите друг друга. Они в топе, там недалеко. Там 112 место у них вроде бы, если не ошибаюсь. Если вы зайдете, вы гильдию еще выше поднимете в рейтинге. Поэтому надо. Заскакивайте, ребят. Вот. Соответственно, в гильдии вы в какой-то момент достигнете той точки, когда очки у вас будут уже излишними, и там уже можно будет под шумок повыделываться. Давайте скорость прибавим, а то я тут рассказываю, а времечко у нас с вами затягивается. Так, какая у нас уже сейчас третья волна пойдет. Сейчас прибавим. 1,7 поставим, пусть он тут автоматически сам все делает, все. Вот, в какой-то момент вы достигнете этой точки, можно будет повыделываться. То есть, что я имею в виду? Если вы находитесь там на, допустим, на 14, 15 там и ниже уровнях, то, ну, определенно вам нужно стараться как можно больше очков набивать. Все это нужно для того, чтобы уровень гильдии повысить и так далее. Но если вы находитесь на 16 уровне и вы больше чем уверены, что вы набьете эти очки, у вас там еще с головой будет огромнейший запас, то можно использовать того же Санту, идти спокойно в гильдию, делать вот эти вот забеги ежедневные, и тем самым вы будете ускорять прокачку своего шмота, то есть вы будете добывать ключи. И вот есть обзор на Санту, который я делал без Эва. Там я немножко опечатался, написал звон монет. Ну, естественно, это звон ключей. Потому что Санта у нас
ориентирован на то, чтобы доставать ключи. Ну и как бы не совсем это считается ошибкой, что написал, что звон монет, потому что там и монетки, и ключи, все это он может доставать, но определенно все это будет работать у вас при наличии вот этих бонусов на монеты, там кролик, да, императрица, там еще кто-то этот бонус дает и так далее. То есть он универсал, он комфортный, он нужен для того, чтобы вот просто зайти в забег, нажать на кнопку авто и, ну, авто, нажать на кнопку авто и все, и положить телефон, идти заниматься своими делами. Здесь, на этом аккаунте, это спокойно можно делать. Тут достаточно сильный, конечно, профиль. Я прям удивился, сколько сил, средств и времени на все это было вложено. Но как бы что есть, то есть. Респектуха, уважуха и так далее. Ну и в целом, мы с вами посмотрели, как выглядит Эва. Мы с вами все это дело увидели вживую, разобрали, ощутили, вообще стоит оно того или не стоит. Ну и мой вердикт таков, что стоит, если есть что прокачивать. Если прокачивать уже нечего, таланты на максимуме, героическое снаряжение у вас уже 840 снаряжение у вас уже собрано, то, ну, скорее всего, смысла нет, да, то есть вам от Санты там уже не к чему стремиться, ну, разве что только питомцев прокачивать и все, ну и то там избыток монет у вас будет такой, что вам в какой-то момент уже, да и прокачивать просто будет абсолютно нечего, включая тех же самых питомцев, там питомцев-то прокачать вы всегда успеете. Так, немножко тут уже начинает подвисать от того, что запись идет, от того, что время ускорено, от того, что экономия не включена, и мобов особенно, вот это вот большое количество. Тут давайте мы сейчас уже как-нибудь этот момент переживем и закончим запись. Наша с вами задача была что сделать? Разобрать Эва и немножко обсудить фарм раздел. Я думаю, у нас с вами все это дело получилось. Мы с вами уложились в достаточно короткий срок. Так, ну и что, давайте потихонечку закругляться и заканчивать. Выложил я в группу, сами знаете какую, в нашу группу по игре, в отдельную ветку выложил список тех героев, которых у меня нет. Нет обзоров на них, точнее. Если у вас есть какой-либо из героев, и вы можете предоставить аккаунт для записи, я с удовольствием его возьму. В приоритете, конечно же, герои, у которых прокачана кузница на 5 звезд, чтобы можно было это все разобрать. Поэтому, если у вас таковые имеются, то, пожалуйста, пишите, обращайтесь, мы с вами все сделаем, все запишем и так далее. Итак, сейчас у нас с вами награда заберется, лихорадку, я думаю, мы пропустим. Очень много сундуков нам тут с вами понавыпадало. Давайте завершим. Пропустим. Все, хватит. Ну и тут все как и должно быть. Мы с вами собрали достаточное количество урона, чтобы перебить питомца. Ну не сильно, кстати говоря. Что удивляет, не сильно, но все равно перебили и перебили. Так, давайте я сделаю вот что. Сейчас все это дело заберу. Верну на место в кузнице направление. Активирую и все. Ну, может быть, в этой стороне урона, кстати, будет больше, но не хочу вас напрягать дополнительным забегом, не хочу все это дело проверять. В подземелье я не пойду однозначно, там уровень высокий, нас там растопчут, поэтому оставим все как есть. Все, Блинчик, тебе спасибо огромное за то, что предоставил аккаунт. Ребята, заходите в гильдию Legends. Всем спасибо, кто посмотрел. С вами на связи был Импреза. Всем пока-пока. До новых встреч.